Чангу, Чангу, Чангу. На каждом углу говорят про Чангу. Это место всего лет 5 или 8. До этого никто и не знал ни про какой Чангу, как вдруг это место стало очень популярным. И все туристы едут сюда, чтобы посмотреть на это место. Чангу — это деревушка, расположена северо-западнее Семеньяка. У нас идет на север Кута, Семеньяк, потом Крабакан, Браво, а потом уже сам Чангу. По сути, Чангу еще называют Северной Кутой. Располагается он близко к Денпасару, а вот все остальное уже становится далековато. Например, до Куты и Улувата уже далеко. Но в самом районе многое уже есть, и вам вряд ли понадобится куда-то еще ехать, на крайний случай поблизости Денпасар. Это первое место, куда я приехал на Бали, и был, если честно, сильно удивлен. Мой хостел располагался посреди рисовых полей, вид просто бомбезный. Первый же день я решился прогуляться и обнаружил, что здесь невозможно ходить. В северном Чангу нет тротуаров, а дорога заканчивается обрывом. Пришлось арендовать скутер. Дороги здесь очень узкие, если вы хотите арендовать автомобиль, живя тут, это будет плохой идеей. Хотя некоторые умудряются тут водить. Я пробовал раз и был в шоке от того, насколько здесь узко. Этот район явно не предназначен для автомобилей. На авто здесь просто неудобно, всегда проблемы с парковкой. Поэтому большинство местных жителей предпочитают скутеры. Но если вы научитесь водить Чангу, то я могу сказать, что вы ас управления автомобилем, потому что многие разъезды тут совершаются буквально в миллиметрах. Что мне нравится в Чангу? В Чангу мне нравится стиль. Тут классно оформлены кафешки на западный манер. Кажется, что магазинчики не гонятся за прибылью, а гонятся именно за стилем. Тут почти нет убогих азиатских кафешек. Я думаю, потому что аренда здесь дорогая, и себе ее могут позволить только те, кто будет открывать кафешки классом повыше. Эстетика — главная черта Чангу. Здесь рисовые поля перетекают в дорогие виллы или гестхаусы. С одной стороны это просто деревушка, с другой — центр туризма и тусовок. Что мне не нравится в Чангу? Во-первых, место просто перегружено. Тут слишком много людей. На дорогах царит какой-то хаос, тем более они очень узкие. Порой здесь образуются пробки. Во-вторых, мне не нравятся люди здесь. Самовлюбленный хипстер — это типичное лицо Чангу. Это всякие крутые бородатые хипстеры с модной прической, курящие вейпы и разъезжающие на кастомном мотоцикле. Никогда не любил таких персонажей, которые как щеголи пытаются показать, какие они крутые. Конечно, эти люди ни в коей мере не крутые. Обычные клерки, фрилансеры или сосунки, живущие за счет родителей, которые пытаются из себя что-то стоящее строить. В серфинге таких называют куками. Вот если вы серфите в Чангу на Бату-Балонге, то там полно таких показушников. Они приезжают на пляж и тусуются весь день там, болтая о серфинге. Но ты даже не можешь быть уверен, серфили ли они в этом месяце. В остальном Чангу шикарен, место классное. Если бы не люди и перегруженность, это первое место, где бы я жил, наверное. Здесь очень много кафешек, баров, тусовок на разный выбор. Можно каждый день пробовать новое место. Чтобы обойти все кафешки в Чангу, вам потребуется, наверное, несколько лет без перерыва. Но если вы, например, семейный человек, хотите тишины и спокойствия, то и это здесь тоже есть. Можно остановиться где-нибудь на окраине или у рисового поля в каком-нибудь проулке и жить без проблем. Когда я 3 года назад приехал в этот район, то цены на жилье здесь были ниже, чем в Куте и Семеньяке. За это время популярность Чангу выросла, и теперь цены тут сравнялись, на мой взгляд, с Семеньяком. И Чангу стал туристическим районом номер 1 на Бали. В будущем, я думаю, цены будут расти еще. Поэтому учти это, когда будешь собираться в путешествие. Если у тебя скромный бюджет, то здесь можно найти много классных и недорогих хостелов.
А вот с индивидуальным жильем уже будет посложнее из-за цен. Еще здесь много дорогих кафешек, а вот недорогой еды не так много. Например, сидишь, хочешь заказать что-нибудь через Grab, а там все дорогие кафешки. Пляжи Чонгу. Чонгу место знаменитое своим серфингом. Например, всемирно известный лайнап Бату Балонг, хорошо подходящий для длинных досок. Но на коротких здесь тоже ребята катаются. Пляжи Чонгу очень похожи друг на друга. Здесь везде серый песок. Мне не нравится такой песок, он выглядит как бы грязным. Эстетического удовольствия мне такие пляжи не доставляют. Еще здесь уже начинают появляться камни и скалы. Чем севернее, тем их больше. Пляж Бату Балонг. Это популярное место для тусовок, сходок и серфинга. А вот для купания и загорания так себе вариант. Хотя, конечно, это все можно делать здесь. Просто посмотрите, как он выглядит. Эко Бич. Это следующий после Бату Балонга пляж. Знаменит он своим серфингом. Это уже место, как мне кажется, не для новичков. Здесь уже на пляже камни, почти никто не купается, зато на берегу есть кафешки. Можно приехать сюда, чтобы потусоваться или просто отдохнуть. Еще про будущее Чонгу могу сказать, что все эти рисовые поля, которые являются фишкой этого района, будут застроены. Земля здесь постоянно дорожает, и люди будут продавать землю под застройку. Это просто выгодней. Поэтому лет так через 5 здесь уже не будет рисовых полей, как мне кажется. Будет все застроено, как в Семеньяке или Куте. Кроме Чонгу, есть еще альтернатива поселиться в более спокойные и тихие районы. Это Преренан, что на окраине Чонгу, или в Мунгу. Это тоже деревня, и постепенно туризм переползает туда. Появляются новые гестхаусы, рестораны, виллы. Когда в Чонгу застроят все рисовые поля, район будет трещать по швам от переизбытка туристов, люди начнут перебираться в Мунгу. А потом все повторится вновь и вновь. Хотя, конечно, трудно прогнозировать, что будет после ковида и закончится ли он когда-нибудь. Если тебя не раздражают хипстеры, толкучка, то я тебе могу порекомендовать этот район. Так, а у меня на сегодня все. Поставь лайк этому видео. Обязательно подпишись на канал, здесь я регулярно выпускаю новые видосы. И до новых встреч. Давай, пока.